Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей, чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Двадцатилетняя студентка Томского государственного архитектурно-строительного университета Виктория Повесьма пропала в июле 2017 года. Телефон отключен. 29 июля гуляла с друзьями, выпивала. Последний раз видели в ночь с 29 на 30 июля, около 3 часов в районе лагерного сада. 30 июля должна была встретиться со школьными подругами. Очень этого ждала, но на встречу не пришла. Сегодня, 31.07, нашли ее рюкзак в районе Степановки, на каком-то озере. Данный пост о пропаже девушки в соцсети разместила ее подруга. Днем 31 июля из полиции поступило сообщение о найденной в ботаническом саду на улице Макрушина человеческой голове. Она находилась в сумке, на которую обратила внимание проходящая мимо женщина. Она позвонила в полицию и сообщила о находке. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в сумке голову, завернутую в пакет. После этого сразу была создана следственная группа из наиболее опытных сотрудников отдела. Недалеко от места жуткой находки нашли личные вещи убитой, в частности, студенческий билет, что позволило сразу установить ее личность. Начали прочесывать окрестности на предмет обнаружения иных останков, но это не дало результата, рассказывал следователь по возбужденному делу об убийстве. Позднее следователи установили личность погибшей. Ею оказалась пропавшая Виктория Повесьма, студентка 1997 года рождения. Активизировался комплекс следственных действий, направленных на установление местонахождения тела погибшей и всех обстоятельств произошедшего. В зоне обнаружения погибшей девушки проживало много нелегалов, алкоголиков. Несмотря на то, что рядом с ботаническим садом настроили новые многоэтажные дома, все равно еще имеется много частного сектора, и если днем ходит и присутствует много людей, то ночью этот район вымирает. В результате совместных действий следователей Следственного управления СК России по Томской области и сотрудников полиции регионального УМВД была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 29-летний местный житель, ранее судимый за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, сообщала пресс-служба Следственного управления по региону. Добавилось, что задержанный к тому моменту уже дал признательные показания. В ближайшее время суд рассматривал ходатайство следственных органов об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, опросив окружение погибшей, следователи и оперативники быстро установили, с кем из знакомых она находилась накануне исчезновения. От них стало известно, что в тот вечер она познакомилась с парнем и девушкой. Вика вместе с этими двумя новыми знакомыми отправилась на их съемную квартиру. Выяснилось, что главный подозреваемый в убийстве Александр Альтапов, 1988 года рождения. Он не женат, по месту регистрации не проживает. СМИ предполагали, что этого преступления могло бы и не случиться, так как подозреваемый мог оказаться под стражей еще в мае. Как стало известно, весной в одно из отделений полиции Томска поступало заявление на Александра Альтапова. Девушка заявила об избиении. По ее словам, дело в отношении избивавшего ее так и не возбудили. Екатерина, имя изменено по просьбе девушки, рассказала СМИ о том, как стала жертвой агрессии со стороны обвиняемого. Познакомилась я с ним в одном из томских заведений. Сначала лично мы знакомы не были, только неоднократно видели друг друга.
Потом он подошел ко мне познакомиться и почти сразу начал предлагать всякие развратные вещи. Я эти предложения отклоняла. Никакого близкого, дружеского общения у нас с ним не было. Точно так же, как ко мне, он подходил к другим девушкам в клубе, делал им такие же предложения. Однажды Александр побывал у Екатерины дома. Он шел с ее знакомой в клуб. По дороге туда они забирали меня из дома, поэтому он знал, где я живу, объясняла Екатерина. В один прекрасный день я возвращалась домой, он поехал за мной. Возле подъезда он меня догнал, ударил головой об домофон, потом я очнулась уже в квартире. Все остальное происходило у меня в квартире. Он душил меня, а когда я теряла сознание, бил кулаками по лицу, чтобы я пришла в себя. Когда я приходила в себя, просила, чтобы он лучше меня добил и прекратил издеваться. В итоге он сам успокоился, сказал, чтобы я вызывала полицию. Я испугалась и попросила его просто уйти. Он спокойно ушел. Я сразу закрылась и вызвала полицию. Полиция перезвонила мне дважды и спросила, точно ли ко мне еще нужно ехать. Ехали они больше 2 часов, а когда приехали, восприняли мое заявление как бытовуху. После я снимала побои, кроме травм на лице и синяков на теле, у меня было сотрясение мозга. В тот же день я написала заявление в отделе полиции в Октябрьском районе на улице Ивана Черных. Я заявляла конкретно на Александра Альтапова. У меня было такое состояние, в котором вообще сложно что-либо соображать, поэтому кто принимал заявление, я не помню. По сей день о судьбе моего заявления мне ничего не известно. После случившегося я 3 недели не могла выйти из дома, а потом появились другие проблемы. Я пыталась несколько раз по телефону выяснить судьбу моего заявления, но ничего внятного мне так и не ответили. Поскольку они сразу отнеслись к нему, на мой взгляд, не очень серьезно, я решила, что дело так и не будет, говорит она. В УМВД по Томской области не стали давать комментариев по поводу того, поступало ли в полицию такое заявление, а также какова его судьба. По словам Екатерины, знала о случившемся и девушка Александра. Он сам рассказал ей о том, что избил Екатерину. Она просила за него прощения, обещала, что родственники отправят его на лечение в больницу. Я даже не знала о ее существовании, но после случившегося она сама начала мне писать. Снова она объявилась 2 августа, когда Альтапова задержали по подозрению в убийстве. Она написала что-то отвлеченное, а я ответила ей ссылкой на новость о задержании Александра. Она сказала: «Судить еще рано». Как я поняла, она написала, потому что испугалась, что я распространю свою историю. Сейчас я не пошла в полицию, потому что испугалась, что мне это выйдет боком, объясняла девушка. Согласно опубликованным на сайте суда данным, Альтапов был судим уже дважды. Проявлять асоциальные наклонности Александр Альтапов начал с самого детства. За ним еще в школе были замечены приступы немотивированной агрессии и жестокости. Он часто издевался над более слабыми сверстниками. Постоянные унижения, которым он подвергал младших школьников, в итоге закончились диким инцидентом. 17-летний юноша изнасиловал несовершеннолетнего мальчика. За это в 2005 году он получил 5,5 лет колонии, так как был несовершеннолетним, и освободился оттуда в сентябре 2011 года. Заключен под стражу он был за полгода до того, как ему исполнилось 18 лет. В колонии Альтапова характеризовали отрицательно, говорится в материалах дела. Осужденный допускал нарушение режима отбывания наказания, не встал на путь исправления. Вышел на свободу Альтапов в сентябре 2011 года. После освобождения поступил учиться на заочное отделение в образовательное учреждение среднего профессионального образования. В ноябре обратился в Центр занятости населения Томска. С соответствующими направлениями на работу обращался в пару организаций, где ему отказали в трудоустройстве. А уже в декабре он снова совершил преступление. Как сказано в приговоре, 05.12.2011 года около 13 часов 30 минут Альтапов А.М., имея умысел на открытое хищение чужого имущества, находясь возле общежития номер 3 Томского государственного университета, расположенного по улице Лыткина, 16 в городе Томске, увидел ранее незнакомую девушку, выходящую из указанного общежития. Решил похитить находившуюся при ней дамскую сумку. Альтапов напал на девушку, применил к ней насилие, которое суд квалифицировал как опасное для здоровья. Он дважды ударил ее по носу, сломал его. Также девушке диагностировали сотрясение мозга.
Он похитил у девушки сумку с мобильным телефоном и банковской картой. После этого Альтапов с похищенным имуществом с места преступления скрылся. Преступление квалифицировали как разбой. За это он провел в колонии еще 2,5 года. Отягчающих обстоятельств в деле не было. Судья отмечал, что действия Альтапова не образуют рецидива преступлений, так как он имеет судимость за совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте. При этом дело рассматривали в особом порядке, без проведения судебного разбирательства, так как обвиняемый признал свою вину и возместил пострадавший ущерб. Приговор они вместе с защитником пытались обжаловать на более мягкий, но кассационная коллегия областного суда посчитала, что оснований для этого нет. В этот раз в ходе следствия по делу об убийстве Виктории Повесьмы подозреваемый признался, что 29 июля он познакомился с Викой в лагерном саду, после чего пригласил ее в гости. Дома, на почве внезапно возникшей ссоры, он изнасиловал и задушил девушку и из страха перед ответственностью решил избавиться от тела. Но квартира находилась на 6-м этаже, и выносить тело из дома на улицу ему показалось делом рискованным. После этого он спустил кровь в ванной, расчленил тело, останки разложил по пакетам и в несколько заходов вынес из дома и разбросал по окрестностям Степановки и Буревестника. Это заняло у него всю ночь, пояснял следователь. По его словам, сумка с останками в ботсаду была найдена около полудня 31 июля, а уже к полуночи следователи знали примерную картину произошедшего, а также тех, с кем девушку видели в последний раз и где их искать. Этих парней и девушку доставили в следственный отдел. В ходе допроса в их показаниях были установлены существенные противоречия. Осознавая это, мужчина принял решение сотрудничать со следствием, признался в совершении преступления и рассказал, где находятся останки. Вместе с ним следственная группа выехала по указанным местам, где обнаружила пакеты с остальными частями тела. Дома также был изъят нож, который предположительно являлся орудием преступления, и иные следы преступления. Сейчас все изъятые вещественные доказательства находятся на экспертизе, пояснял к тому моменту следователь. Говоря про девушку, которая была с подозреваемым в момент знакомства с погибшей, следователь старался тщательно подбирать слова. Он пояснил, она была подругой задержанного, ее роль во всей этой истории еще предстояло выяснить. Оказалось, что задержанная проживала совместно с Альтаповым. По ее словам, они встречались уже несколько месяцев и жили вместе, и никаких странностей в его поведении она не замечала. У него нормальный характер, он довольно вменяемый и не глупый, даже умел делать сайты. Под воздействием алкоголя у него были какие-то вспышки. Мог заорать или сбежать на балкон и там сидеть. Но вот до этого момента ничего сверхъестественного не происходило, сообщала девушка. По словам Томечки, у ее сожителя не было какого-то серьезного и личного мотива для убийства студентки, так как до 29 июля они даже не были знакомы. На момент совершения последнего страшного преступления Александр Альтапов нигде не работал. Однако жил в центре Томска и имел возможность, что называется, гулять на полную катушку. В суде журналисты обратили внимание на его модную стрижку и качественную одежду. На процессе, когда ему выбирали меру пресечения, Альтапов держался достаточно уверенно. Его интересы защищали нанятые адвокаты. Журналисты сразу предположили, что у него явно есть богатые и состоятельные родственники или знакомые, и не ошиблись. Отец Александра Альтапова, Махмуд Альтапов, по тем данным, что удалось собрать из открытых источников, трудился в газонефтяной отрасли ООО «Томскбурнефтегаз». А сестра Татьяна была тесно связана с людьми, которые работали в мэрии Томска. Медики признали обвиняемого в убийстве томской студентки вменяемым. Областной суд вынес приговор Александру Альтапову. Он был признан виновным и получил 24 года и 6 месяцев в колонии строгого режима. Ранее в ходе прения представитель обвинения просил для убийцы именно такое наказание. За месяц до этого суд присяжных признал Альтапова виновным по всем пунктам обвинения и не заслуживающим снисхождения. Свой срок он будет отбывать в колонии для особо опасных. Суд прошел в закрытом режиме, как и все процессы по этому делу до того. В ходе суда и прений Александр Альтапов изменил показания, которые давал под следствием, свою вину не признавал и настаивал на непричастности к преступлению. Он заявлял, что оказался лишь случайным свидетелем убийства и помог избавиться от тела.
Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и взыскал с подсудимого 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. В ходе следствия девушка Альтапова также признала себя виновной. Догадываясь о совершенном сожителем убийстве, обвиняемая по его указанию сходила в магазин и купила полиэтиленовые пакеты, в которые он разложил части тела убитой девушки. Обвиняемая с целью сокрытия следов преступления смыла следы крови с пола и впоследствии помогла сожителю вынести из квартиры и разбросать по различным районам города Томска сумки и чемоданы с фрагментами тела погибшей, говорилось в сообщении Следственного комитета. Сначала Альтапов утверждал, что его сожительница не причастна. Мало того, не знала о преступлении, так как находилась на этот момент то ли в другой комнате, то ли на балконе. Но в ходе следственного эксперимента все же признал тот факт, что его сожительница была как минимум осведомлена об убийстве. Против девушки Альтапова возбудили уголовное дело по факту укрывательства убийства, и суд вынес ей приговор. Ее имя и фамилию так никому и не раскрыли. За совершенное преступление ее приговорили к штрафу в размере 90 тысяч рублей. Все это время жители Томска внимательно следили за ходом дела, и сказать, что они были ошеломлены приговором, значит ничего не сказать. Шокирующую историю с расчленением студентки они запомнят хорошо и надолго. А что думаете вы, дорогие подписчики нашего канала, по поводу приговора обвиняемым? Считаете ли вы, что преступная парочка заслуживает более сурового наказания? И можно ли было предотвратить смерть юной девушки, если бы полиция вовремя среагировала на заявление предыдущей жертвы? Делитесь вашим мнением в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов.